Всем добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о розах, в частности о классификации роз, которая является очень сложной классификацией, и до 1976 года не было четкой схемы деления роз на группы, типы и так далее. В 1976 году в Оксфорде Всемирная федерация обществ розоводов утвердила новую классификацию, самую, пожалуй, функциональную. На просторах интернета вы можете увидеть различную информацию о классификации роз, но в той или иной степени эти классификации не всегда правильные, не всегда верные. И, конечно же, нам нужно с вами ориентироваться на ту классификацию, которая была установлена в 1976 году. Дело в том, что селекционеры постоянно работают над выведением новых сортов роз, поэтому классификация меняется, дополняется, появляются новые какие-то группы роз. Исходя из этого, я сегодня сделала видео, которое будет состоять из двух частей, чтобы оно не было слишком таким длинным и чтобы вы хорошенечко эту информацию восприняли. Особенно информация будет полезна для тех, кто собирается коллекционировать розы, для того, чтобы иметь действительно правильное представление о видах, группах, типах и сортах данных роз. Итак, мы с вами разбираемся по порядку. Мы все знаем, что розы делятся на три группы. Эти группы отличаются формой цветка, они отличаются периодом цветения, количеством лепестков, они отличаются высотой куста, продолжительностью цветения, то есть всеми теми признаками, которые нас, в общем-то, интересуют. Итак, все розы делятся на три группы. Первая группа – это дикорастущие розы, вторая – старые садовые и третья – современные садовые розы. Что собой представляют дикорастущие розы? Это не что иное, как шиповники. Вы имеете представление, что это кустарник с большим количеством побегов, на которых располагаются простые цветки. Вторая группа – это старые садовые розы. Это розы, которые имеют очень сложное строение и не похожи на шиповник. Вот к ним относятся следующие розы. Это не название, это группы роз. И одной из первых мне бы хотелось назвать группа роз Альба. Это очень высокое растение, до 2,5 метров. Очень такое густое, имеет крепкие побеги. Цветки может иметь полумахровые или же махровые. 5-8 сантиметров, по 3-5 штук в кисти. Цветки, цветет она однократно, и эти розы очень морозостойкие. Следующая группа роз – это дамасские розы. Высота куста до 1,5 метра. Куст прямо стоячий или же раскидистый может быть. Цветки у него 6-7 сантиметров, тоже полумахровые, такие густо набитые цветки, по 5-7 штук в каждом цветке. Розы обладают очень приятным ароматом, они душистые. Следующая группа роз – это айрширские розы. До 4,5 метров достигают побеги. Побеги у них очень гибкие, цветут розы однократно. Цветки полумахровые, не более 5 сантиметров. Розы очень зимостойкие и теневыносливые. Следующая группа – это бурбонские розы, имеющие чашевидную форму цветка, махровые, имеют приятный аромат, высотой до 1,5 метра. Кусты у них разветвленные, побеги могут иметь дугообразную форму. Но у этих роз есть такая особенность,
у них слабая зимостойкость. Следующая группа – это бурсолт. Это плетистые розы с длинными побегами до 3,5 метров. Крупные полумахровые или же махровые цветки. Их можно использовать и как шрабы, и как плетистые розы. Следующее – это центрифольные розы. Ценятся они за размер цветка и свой аромат. Используются они в парфюмерии. Высота куста достигает до 1,5 метров. Большие густомахровые цветы до 5-8 сантиметров в диаметре. Цветет от 25 до 30 дней. Следующие розы – это китайские или же бенгальские. Это, как правило, низкорослые кусты до 50 сантиметров с тонкими разветвленными стеблями. Цветки со слабым ароматом, полумахровые или же махровые. Роза достаточно привлекательная по своему внешнему виду. Следующие розы эглантерия, которые еще называют роза рубигиноза или шиповник душистый. Несколько названий имеет эта группа роз. Это дикая роза до 120-250 сантиметров, имеет очень сильные кусты, тоже достаточно привлекательная розочка. Гальские или же французские розы. Достаточно привлекательная группа роз. Куст у нее очень такой компактный, от 80 до 150 сантиметров. Побеги прямые, толстые побеги. Цветы до 5-8 сантиметров, от простых до густомахровых. По 3-5 штук в соцветии. Цветет достаточно обильно и долго, 25-30 дней. Устойчива к морозам, это группа роз, и достаточно неприхотлива. Следующая группа – это ремонтантные розы. Имеют очень мощные 1-2-метровые кусты, очень такие прямостоячие, крупные побеги. Цветки у нее махровые, роза душистая, по 3 бутона на побеге, то есть не очень пышное у нее цветение, но зато роза повторно цветущая. Следующее – это маховые розы. Имеют они цветок чашевидной формы, густомахровые розы, обильно цветущие, 100-120 сантиметров по высоте. Нуазетовые розы высотой 1,5 метра, побеги полуплетистые, цветки полумахровые и махровые по 5-7 штук. Цветет достаточно долго. Следующая группа роз – это портландские розы. Очень компактные кусты до 1 метра, жесткие стебли. Цветки густомахровые, достаточно ароматные. Цветет она обильно, долго цветет. То есть эти розы тоже имеют достаточно привлекательный внешний вид. Следующая группа роз называется фетида или лютеа. Эта группа роз тоже достаточно известная. У нее достаточно красивые цветы, устойчивая группа роз и очень хорошо зимует. Следующая группа роз чайные. Не надо путать с чайно-гибридными розами. Они не похожи на современные чайно-гибридные розы. Кусты у них низкие, около 50 сантиметров или до 2 метров и более. То есть есть и такие, и такие. Цветки имеют различную окраску. Повторно цветущие розы очень требовательны к теплу, и розы душистые очень. Следующая группа – это мультифлора. До 2-3,5 метров достигает. Хорошо ветвится роза. Цветы у нее 3,5-4 сантиметра
в диаметре. Итак, я вас познакомила с двумя группами роз. Это дикорастущие и старинные розы. Следующее видео будет о современных розах. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.